Второй доклад о синт методе получения геолокации человека и их недостатков. Теперь это ник в Телеграме. Еще раз спасибо этому месту за то, что оно нас так приняло. Обязательно, я думаю, что все уже купили в баре напитки и спокойно их выпивают. Итак, начнем с того, что получить геолокацию человека по каким-либо файлам можно разными методами. Первый метод – это рассмотреть метаданные файла, которые мы получили. Значит, у нас есть несколько типов метаданных. Тут представлены не все метаданные, не все типы метаданных. Здесь, как вы видите, у нас есть... Здесь в основном основные метаданные, и первый тип – это у нас EXIF, который мы рассмотрим. Значит, что нам дает тип метаданных EXIF? Во-первых, где мы можем найти его? Да? Мы можем открыть, если мы работаем через Windows, например, да вообще, наверное, через любую систему, можем открыть свойства файла и посмотреть, какая дополнительная информация в нем содержится во вкладке «Подробная». И, собственно, мы можем увидеть там некую информацию. Вся эта информация, она делится на несколько типов, собственно. Это все метаданные, и они делятся на несколько типов. Да? И записываются эти метаданные различными путями, изменяются эти метаданные различными путями. Собственно, первый тип, который мы будем рассматривать, один из основных типов, это EXIF. Что он нам говорит? Он нам говорит производитель камеры, на которой был сделан фотоснимок, если это фотоснимок, если это изображение. Да? Метаданные у нас могут быть не только в изображениях, но и в PDF-файлах, в файлах абсолютно любого рода. Мы это чуть позже увидим. Также модель, собственно, устройства, на которое была сделана фотография, собственно, информация о правообладании, выдержка, диафрагмы и так далее. То есть все эти данные мы можем увидеть, если они не были изменены или удалены. Это уже следующий вопрос. Это вроде вещи делать сами, например. Следующий тип данных – это XMP. Значит, что делает XMP? Он берет просто данные EXIF и берет и, собственно, как-то их меняет, как-то их формирует и, собственно, выдает примерно те же данные, что и EXIF. Собственно, что мы можем увидеть в нем примечательного? Это несколько источников изображений, да, если у нас одно изображение было получено с помощью нескольких. Например, мы в фотошопе взяли и соединили, совместили несколько изображений. И, собственно, в итоге в метаданных мы можем увидеть источники этих изображений. В принципе, какую-либо сводку модификации, которая была произведена с этим файлом, да, то есть мы можем увидеть, мы не можем видеть, что конкретно происходило с файлом, но мы можем видеть, что с ним что-то происходило. Это уже важно в некоторых случаях. И, собственно, также мы можем видеть имя и версию, да, программного обеспечения, с помощью которого мы редактировали, или кто-то другой редактировал или исследовал этот файл, и можем видеть время внесения изменений. Значит, следующий тип – это тип IPTC. Если честно, это была первая фотография, которую я взял, абсолютно ее взял случайно. Я зашел на сайт Getty Images и решил просто поинтересоваться, да, какие метаданные хранят файлы с этого сайта. Все мы знаем, что это сайт, который предоставляет фотографии для СМИ. И, собственно, тип метаданных IPTC, он специально сделан для СМИ. И, собственно, он существует для того, чтобы публиковать всякие изображения или файлы с прикреплением всяких ссылок, с прикреплением автора фото, к примеру, или автора файла. Вот, собственно. Дальше. Значит, и что теперь про данные GPS? Что мы можем про них сказать?
Во-первых, в 95-90% случаев мы не найдем данные GPS в фотографии. Это очень редко получается, очень редко попадается то, что в метаданных мы можем увидеть данные GPS. Скорее, это человек специально их там оставил, чем случайно они там остались. Почему? Во-первых, не во всех устройствах, да, сейчас у нас 21 век, но не во всех устройствах может присутствовать еще модуль GPS. Соответственно, не все устройства могут записывать эти данные. Также у нас при пересылке этих файлов, изображений или каких-то документов, у нас сервисы, с помощью которых мы пересылаем, или сайты, на которые мы загружаем, они могут читать эти файлы, могут читать эти метаданные, могут читать данные GPS, но они их чаще всего удаляют и чистят. К примеру, какой-нибудь Telegram, или Instagram, или ВК, любой сервис, любая соцсеть, скорее всего, чистит данные GPS. Но, опять же, напоминаю, сама их она может считать, сама их она может, в принципе, себе куда-то записать. И, собственно, многие пользователи специально, намеренно отключают поддержку GPS в своем устройстве. Ну, понятно для чего. Исходя из конфиденциальности или же из-за того, что этот модуль берет слишком много заряда. Значит, если мы попробуем вытащить эти данные, метаданные, да, из файла другим способом, ну, каким-то иным способом, кроме как просто посмотреть свойства файла, да, то мы можем зайти в Google и вбить EXIF Viewer Online. Да, и первое, что нам выпадет, скорее всего, первая ссылка, которая нам выпадет, это, собственно, вот этот exifviewer.com. Сайт довольно простой сам по себе. К сожалению, я хотел, собственно, прямо вот вам показать этот сайт, да, собственно, для этого здесь ссылка расположена, и будет еще несколько таких слайдов, в которых предполагалось, что я буду показывать сайт прямо вам здесь. Но, к сожалению, как бы условия не те были созданы. Собственно, да, мы видим, что на сайт можно загрузить какой-либо файл и, собственно, вывести EXIF данные. Сайт работает, прямо скажем, криво, довольно медленно, иногда зависает, иногда вылетает, иногда выдает ошибку, но когда выдает нужные данные, выдает он их четко и без ошибок, без всяких проблем. Значит, следующий сайт, на который я наткнулся, это Jeffrey EXIF Viewer. Значит, что про него стоит сказать? Сам Джеффри, да, из английского видно, что это EXIF Viewer, который был сделан человеком по имени Джеффри. Да? Сам Джеффри, он из Киото, из Японии, и он занимается фотографией. И однажды ему стало интересно, что же содержит в себе фотография. И, собственно, он сделал некую базу данных типов метаданных и, собственно, создал программу, которая вытаскивает онлайн, да, веб-приложение, вытаскивает онлайн эти данные и формирует их в некую таблицу. Собственно, вот можно посмотреть, как он это делает. Кроме того, что он формирует эти данные в таблицу, если в файле присутствуют GPS-координаты, они также показываются еще и на карте. То есть они сразу же, здесь видно кусок, опять же, я хотел показать прямо на сайте, как все это работает, как все это выглядит, но не получается, поэтому можете попробовать перейти по этой ссылке, в принципе, и, собственно, посмотреть на как выглядит этот сайт. Это примерный сайт, да, то есть тут у нас есть изображение, которое содержит в себе наибольшее количество метаданных, и мы можем посмотреть, где это изображение было сделано, прямо на карте, прямо онлайн. Значит, но в какой-то момент, причем относительно недавно, как видите, это было в 5 мая, да, пользователь из Индии заметил то, что сайт лег, и лежит он до сих пор. Если вы сейчас перейдете по ссылке exifregex.info, то вы увидите белую страницу и ошибку. Да?
И, собственно, сайт все это время лежит, и ничего с ним не происходит. Собственно, люди, которые пишут в блог Джеффри, они, собственно, задают вопрос, что же с сайтом, когда он будет восстановлен, потому что сайт, правда, был очень качественно сделан. И, собственно, Джеффри сначала не отвечал на все эти вопросы, как видите, здесь нет ответа, а в какой-то момент он все-таки ответил. И, собственно, был дан ответ о том, что кто-то рассказал об этом сервисе в ТикТоке, и, собственно, на сайт был совершен огромный поток, был как бы приток пользователей, да, и, собственно, плата за трафик, она увеличилась условно. И поэтому сайт был отключен. Значит, да, в принципе, сервис Джеффри Фьюер, Jeffrey's Exit Viewer, он вполне себе приятный по той странице, которую мы могли видеть, да, ну, вы можете зайти посмотреть. Но он, к сожалению, не работает. И неизвестно, сколько он еще будет не работать. Да. Поэтому сам Джеффри на своей странице дал наводку на другой сайт, на другой инструмент. Это Exit Tool by Phil Hardy. Собственно, мы можем перейти на страницу, вот так выглядит страница сайта. Что мы видим? Да? Мы видим описание этого инструмента, Exit Tool. Это независимая библиотека первой, а также приложение команды строки для чтения, записи и редактирования метаданных в самых разных файлах. То есть само приложение, оно читает самые разные файлы. Если вы перейдете на этот сайт, то вы увидите там огромную таблицу с типами файлов, с которыми работает эта программа. То есть, ну и, собственно, вот вы тоже можете увидеть различные случаи, в которых эта программа может применяться. Да, то есть, в том числе в метаданных, я как уже сказал, содержится значит, модель устройства, на которое была сделана фото. Соответственно, программа выдает и саму модель. Ну, собственно, я взял и скачал эту программу, да, чтобы проверить ее. Значит, во-первых, еще скажу то, что существует огромный список на том же сайте программ и сервисов, которые используют вот эту программу Exit Tool by Phil Hardy, да, в своих целях. То есть, ну, и причем они, опять же, бесплатные, open-source и в свободном доступе. И, собственно, на этом же сайте можно найти этот список программ. Да. Сейчас я пролистаю, и вы увидите, какого объема этот список. Да. То есть можно оценить таким образом, насколько много других сервисов используют одну единственную программу. Почему столько сервисов, если все, кто могут, все равно плывут метаданные? Давайте вопросы в конце. Презентация большая и много моментов, которые стоит тоже учесть. Да, собственно, что было дальше? Я установил программу и попробовал просканировать тот самый снимок от Джеффри, да, который он тогда выложил. Как я уже сказал, да, снимок содержал огромное количество метаданных. Это не вся страница в терминале, да, которая, ну, то есть тут еще не все. Да, вот следующая страница, на следующей странице конец. Вот, конец. И вот я выделил строчку, где показывается GPS-координаты, да, данного, где был сделан данный снимок. Собственно, если проверить GPS-координаты, то можно увидеть, что она была сделана, эта фотография, в Киото, в Японии. Да? А так, тут очень много данных, и они о чем? Они о как бы, камере, о цвете, о цвете фотографии. То есть в метаданных содержатся также и какие-то характеристики цветовые самого изображения. Ну, собственно, тут можно очень долго рассматривать этот список и очень долго гуглить, что же значит каждый параметр. Да? Но, как видите, список, который
который содержит одна фотография, довольно большой. Далее, что я решил проверить? Далее я взял рандомный снимок из интернета. Опять же, я зашел на сайт для фотографов и взял оттуда рандомный снимок. Просто скачал из интернета, и сохранил, естественно, его как файл. Никак не заскринил, да, изображение на экране, а сохранил его как файл. И, собственно, как видите, вот список метаданных, которые я получил с помощью этой программы. Он явно меньше, чем предыдущий. И, собственно, это означает то, что у нас автор того сайта или автор этого фото тщательно почистил многие данные из этой фотографии. Либо сам почистил, либо за него это сделал какой-нибудь Photoshop, в котором он работал. Это тоже видно, что он работал в Photoshop по этим данным. То есть, тут качество посредственное, поэтому не так хорошо видно. Значит, дальше я вбил в Google запрос «купить машину» и взял рандомные фотографии из разных сайтов. Да, разные машины, да, соответственно, там были фотографии, которые были сделаны пользователями различных сайтов. И, собственно, как вы видите, данные, которые сохранились после того, как эти фотографии были выложены на сайт, они очень сильно урезаны, и тут фактически тут ничего нет. Тут нет даже времени, когда была сделана эта фотография. Да? То есть тут есть только время, когда я сохранил эту фотографию, когда я ее как-то изменил и что-то с ней сделал. Да? А вот времени, когда была сделана фотография, здесь нет. О координатах тут вообще не стоит говорить. Да? Тут, понятно, их нет и не будет. Собственно, любая фотография из Гугла, она, скорее всего, будет такая, и вы не найдете в ней GPS-координаты того места, откуда она была сделана. Далее, что я сделал? У меня была фотография на телефоне. Я решил проверить, что сохранилось в этой фотографии. Соответственно, что я сделал? Во-первых, я решил проверить, что делает Telegram с фотографией. Да? И в тот момент, когда была сделана фотография, еще не была включена функция геотеги на телефоне. Функция геотеги предполагает прикрепление GPS-координат к фотографии, когда ты ее делаешь на фотокамеру. Да? И, собственно, я передал этот фотоснимок через Telegram, как файл. Да? Вы все знаете, что можно в Telegram передавать фотографии в качестве файла и в качестве изображения. В одном случае у нас сжимается изображение, в другом нет. Собственно, вот это метаданные, которые выдала программа. Опять же, это Exit Tool by Phil Hardy, да, это все та же самая программа, которой я пользовался. Как видите, вот такой вот список. Потом я передал как фото. Видно, что шрифт у нас поменялся, я увеличил для того, чтобы было что-то видно на этой картинке. И видно, что данных явно меньше. Ни на том, ни на другом фото, естественно, нет никаких GPS-меток, потому что телефон их банально не записывал. Потом, что я сделал? Потом я сделал фотографию как раз вы можете сейчас посмотреть, в каком месте Москвы. И предварительно я, естественно, включил функцию геотеги на телефоне и сделал фотографию. Потом перенес ее не через Telegram на компьютер, а через провод. Да, то есть подключил буквально телефон к компьютеру и перенес как файл. Да, и проверил, выдает ли GPS-координаты. Опять же, также я проверил, перекидывая через Telegram на компьютер, да, с GPS-метками. Telegram удаляет GPS-координаты. То есть, и неважно, как вы пересылаете этот файл. Вы будете пересылать его файлом или же изображением, неважно абсолютно. Telegram все равно чистит данные о GPS-координатах. И, собственно, как вы можете заметить, у нас программа снова определила координаты места, в котором была сделана фотография. Собственно, вы можете пробить эти координаты, если вам очень интересно. Или, может быть, вы знаете это место, знаете, где это находится.
Да. Дальше я увидел сайт PhotoForensics. Это еще один очень интересный инструмент, который нужен не только для того, чтобы получать метаданные из фото, потому что мы и так можем получить метаданные с помощью тех программ, но также эта программа, она использует некую функцию, которая выявляет, была ли фотография изменена, подделана или как-то отредактирована, и выявляет те вещи, которые не видны взгляду человека. Да? То есть мы глазами это не можем заметить, а программа это видит и распределяет. Как это делает? Она проводит фотографию через некоторое количество различных фильтров и, собственно, делает какой-то анализ на основе этого, на основе полученных данных и выдает, собственно, результат о том, насколько фотография была изменена. Но когда я попробовал перейти на этот сайт, вы можете тоже попробовать перейти на этот сайт прямо сейчас, вы увидите вот такой вот, скорее всего, вы увидите такой вот баннер, да, о том, что сайт был забанен. Из-за чего забанен? Из-за того, что 90%, да, здесь уже 90, да, вот назад было 80, 90% файлов, которые загружались с территории Российской Федерации, были, вернее, не были, а нарушали правила этого сайта и содержали в себе, ну вот, собственно, вы можете прочитать сами, если вам видно. Ну, то есть тут порнография, детская порнография, да, и так далее. Собственно, ну, как бы, в чем проблема? Я попробовал взять и включить VPN. Мы все сейчас пользуемся VPN-ами и как бы, попробовал. Собственно, мне пишет о том, что мой провайдер заблокирован и сервис не пускает. Да? Ну, я не стал пробовать другой VPN, я взял и попробовал Tor. Да? Мы все знаем сервис Tor, поэтому попробовал через Tor. Ну, собственно, и Tor не пускает. И с анонимных прокси на сайт нет как бы пропусков. Да? А если арендовать сервер и на нем свой VPN поднять? Ну, я предлагаю вам это попробовать и обязательно об этом рассказать, потому что мне все еще интересно. Каким же образом можно попасть на этот сайт? Работает. Нормально. Да? Хорошо. Тогда у меня был не тот VPN. Так, ну, собственно, это пример с этого сайта, как обрабатывается фотография. Собственно, там можно увидеть различные вкладки, которые, опять же, можно посмотреть. И, собственно, там в некоторых выложены метаданные с этой фотографии, в некоторых выложена геолокация. Опять же, этот сайт показывает геолокацию прямо на Google карте. И, собственно, вы можете посмотреть. Опять же. Да, далее есть сервис, так называемый EXIF 2. Собственно, он как бы входит в репозитории Linux некоторые. И у меня он был изначально установлен, я об этом не знал, но узнал, но если что, вы можете его установить через всем известную команду, кто когда-то работал с командной строкой. Значит, я попробовал пропустить наше фото, да, которое является эталоном Дианона, потому что оно содержит огромное количество данных, как мы уже заметили с помощью программы EXIF2 by Phil Harvey. Да, у нас казалось бы, огромное количество метаданных содержит, однако в данном случае мы видим только маленькую, небольшую часть этих метаданных. И то некоторые отсутствуют, как мы видим, где-то есть пропуски. Собственно, да, вот я для сравнения привел количество метаданных, которые получили с помощью EXIF2, да, чтобы вы понимали, насколько одна программа отличается от другой. Так, ну и, собственно, сама программа EXIF2 читает только, как указано на одном из сайтов, только вот перечисленные типы файлов. В отличие от EXIF2, который в несколько раз больше обрабатывает данных, ну, вернее, принимает типов файлов, да, то есть там список вы можете пролистать, будете долго листать. Да, теперь у нас небольшой интерактив. Я предлагаю вам перейти, вот, по желанию, естественно, предлагаю вам перейти по QR-коду в канал. Что мы сейчас будем делать? Сейчас я буду показывать
фотографию. Для чего канал вообще? Для того, чтобы я сбрасывал фотографию некую, и вы будете искать, вы будете пытаться понять, из какого места эта фотография была сделана. По каким-то признакам, которые вы видите на фотографии. Для чего я буду скидывать в канал? Ну, как вы можете сами заметить, качество здесь мое почтение. Поэтому лучше, если вы будете рассматривать фотографию через телефон и, собственно, близко, без напряжения лишнего. Значит, если все перешли, я скидываю сюда фотографию первую. Их будет 4. Да, не волнуйтесь, после того, как я скину, и все попробуют сделать какие-то догадки, я, естественно, прямо здесь, презентация это подготовлена, прямо здесь я расскажу, как в итоге стоит раскрывать место, в котором была сделана эта фотография. Опять же, это не единственный путь, да, вы можете это делать иначе, не обязательно именно так, но это один из способов. Так, определить местоположение здания, из которого сделано фото. Ну, я думаю, что стоит дать минуты, наверное, 3 на какие-то раздумья, и, может быть, кто-нибудь, у кого-нибудь будет предположение, за что стоит цепляться в этих фотографиях, и что стоит искать первым делом. Опять же, поиск по фото в Гугле мы не рассматриваем, вы можете его провести, но это неинтересно абсолютно. В данном случае мне бы хотелось показать методы, с помощью которых мы можем действовать. Возможно, вы найдете фотографию в Гугле, да, по фото. Я не проверял. Но, на мой взгляд, это не так интересно, как смотреть чисто на фотографию и пытаться понять, откуда она была сделана чисто из фото. Ну, вон там большое здание, за него можно зацепиться. Большое здание? Ну, вот небоскреб. Справа на фотографии. Да, справа. Вот это. Его можно Да. типа обрезать, Да, как да. с картинки. А слева от небоскреба у вас там дальше башня метров 700. Вот это? Это Нет, Или вот правее это? от небоскреба, да. Метров Так, хорошо, полтора. хорошо. Так, еще что? Слева нас, значит, это река. Так, горы, то есть какая-то холмистая местность. Это холмистая местность, и дизайн домов похож на что-то европейское, достаточно Да. странно. Есть особенности в виде вот этого полукруглого архитектурного строения из стекла. Да, Мгм. стекло, По это- центру у вас, вот там еще через ресторан идет. Если поближе посмотреть название, же за зданием написано слева. Я бы рассматривала цвет автобуса. Да, да, автобус тоже важно. Видно, что у этой штуки, что на эту штуку копирайт Гуглы. Да-да-да. И 16-й год съемки. Да, но я эту фотографию брал из Google фото, поэтому как бы это возможно так. Но я брал фотографию как фронтовую фотографию. И, соответственно, Можно посмотреть карты здания и погуглить по этой местности. Уже есть примерно. да, сначала нам нужно, я думаю, вы согласны, что сначала нам нужно определиться вообще, что это за местность, что это за страна, что это за город, где нам искать это. Или... Слева внизу у вас, по-моему, где там на звезды смотрит? Обсерватория? Обсерватория, да, возле Европа. Это точно не Это точно обсерватория. обсерватория. Это не Москва. города. Это я знаю Ну точно. да, вот смотри, вот тут, да. Там есть некоторые горы, опять-таки, вот на горы можно понять, что это либо юг Европы, потому что здания европейские, либо это некоторая похожая местность просто с горами. Скорее всего, юг Европы. Трехэтажное здание левее Не Москвы, юг, скорее похоже даже на восток. какую-нибудь российскую. Восток, который Балканы? Ну да. Если приблизить. Там Ну, уже может быть. несколько церкви рядом с небоскребом. Да, вот здесь вот еще церковь. или Я ставлю на Италию. Я думаю, это Москва. Значит, что мы видим на фотографии? Мы видим, правда, сначала горы, да, то есть мы должны, во-первых, все объекты на фотографии, которые мы можем заметить, как-то опознать, мы должны разделить на 2 типа. Первое – это глобальные, по которым мы можем понять, что это вообще за местность, что это за страна, что это за город, и локальные, да, местные, по которым мы можем понять, что конкретно это за место. Да? То есть как только мы найдем город, мы можем уже по местным признакам понять, что конкретно это за место. Собственно, ну, я думаю, да, уже закончились предположения. Будут еще 3 фотографии, у вас будет большое количество времени для того, чтобы еще попробовать угадать что-нибудь, да? Значит, что мы видим на фотографии? Я выделил тут цветом
да, мы видим, собственно, горы, мы видим мост некий, да. Почему это мост? Да, потому что мы видим некую как бы сваю, на которой какая-то круглая тарелка, да, или какой-то блин, какое-то очертание есть у нас. И, собственно, как правильно кто-то сказал, там у нас есть река. Также мы видим автобус, да, к которому тоже стоит присмотреться. Автобус, это, правда, является одной из отличительных черт любого города. И, собственно, по автобусам мы можем искать, то есть по цветам автобуса мы можем искать сам город. Также у нас есть из списка локальных или местных как бы, признаков, это вот эта вот крыша здания. Как видим, у нас здесь есть такая вот окоемка белая из какого-то щебня. Да, и как бы по центру у нас какая-то такая более темный цвет. Собственно, мы же будем по картам искать, поэтому нам нужно будет сверху смотреть, правда? Поэтому нам нужно представлять, как мы это будем видеть сверху. Поэтому я обращаю ваше внимание на как раз-таки крышу. Также мы видим рядом с этим зданием какое-то кирпичное здание, да, справа снизу. Ну и, собственно, да, большое здание, вот это вот какой-то небоскреб или что это, не знаю, но вот мы его тоже видим. Значит, мы первым делом, да, то, на что я обратил ваше внимание, это мост. Да, мост с какой-то тарелкой. Собственно, если мы загуглим мост с тарелкой, то увидим в гугле похожий мост, да, то есть мы увидим в Москве, да, вроде как это в Москве мост. Вот, и, собственно, еще один мост, который очень-очень напоминает наш мост. По вот этим вот, ну, я не знаю, веревки, это как они называются? Ванты. Да, ванты, по вантам. Собственно, и давайте посмотрим, что это за мост и где он находится. Он находится в Словакии, в Братиславе. И этот мост, вот он находится на карте. То есть теперь мы должны найти, с какой точки мы видим этот мост. Да? Собственно, мы видим явно где-то в черте города. А вот, Да? вот у нас там вот сзади на фотографии, собственно, видно, нет, не вот там вот сзади, а сзади в плане за опорой. Видно, кажется, здание. За опорой я очень сильно сомневаюсь. Я знаю ответ, поэтому это не то здание. Ну, там забора нет. Ну, мы Вот. видим Мы церковь. Мы просто с другого ракурса. Мы видим церковь единственную. Вот смотрите, вот если мы посмотрим, у нас другой ракурс немного, да? Скорее, если мы посмотрим, то мы видим мост, вот конкретно вот эта тарелка, да, скорее... Ну, да, конечно. Вот там сверху на карте, там еще чуть левее, не, вниз, вот у моста, чуть левее, Да. дорожные пути с северной стороны. Вот белые дорожки, Вот это? да, только они, наверное, их не видно. Из этого можно что-то понять. Ну, как бы дальше другой еще анализ у нас следует, да? То есть мы уже поняли, в каком мы городе находимся, да? Да. По фотографии. Далее. Есть предположение, что то, что мы видим церковь на фотографии, это, скорее всего, собор Святого Мартина, потому что тогда прям можно предположить. Далее, собственно, что мы делаем? Мы ищем просто башни в городе. Мы пишем Tower, где у нас башни по городу расположены. И смотрим сначала на скопление этих башен, да, самое вот центр этих башен, где они расположены. Знаете, как в Москву-Сити искать в Москве, да? Можем как бы забить Tower, да, башни, и увидеть скопление каких-то башен в одной части Москвы. Вот так же, наверное, и делают в Братиславе, строят в одном месте. Собственно, если мы приближаем, то мы видим, как видим, вот несколько башен. Да, вот здесь башни, вот здесь башни. Вот они, собственно, и были отмечены. Вот они. Да, вот здесь высокое здание. И мы видим что-то похожее. Да, оно такое округлой формы. Да, и вот здесь, вот, если мы заметим, вот здесь вот как раз-таки то самое здание, ну, предположительно, мы пока не приблизили, предположительно, то самое здание с крышей, да, с белой окоемкой, с черным центром, да, темным центром. Так, хорошо, идем дальше. Еще приближаем. Вот, собственно, то самое здание. Вот, собственно, у нас крыша с окоемкой. Вот кирпичное здание, как мы потом поймем, да, через некоторое время. И вот, собственно, если вы посмотрите чуть дальше, то увидите немного круглое здание с круглой крышей. Да, если вы на фотографию посмотрите. Собственно, вот оно.
Да? Но мы предполагаем пока что. Да? Это все наши предположения, все наши догадки, доводы. Как нам еще это понять? Вот, собственно, мы перемещаемся прямо рядом с этим зданием. Как видим, это прям то самое здание. Видим то самое кирпичное здание. Вот тот самый угол, который мы видели на фото. В правом нижнем углу. Да? И мы также видим здание, которое стоит прямо рядом с этим кирпичным зданием. То есть, соответственно, с этого здания было сделано фото. Собственно, давайте теперь определим, с какого точно ракурса, с какой точно точки, да, было сделано это фото. Если мы посмотрим на расположение, на порядок расположения элементов на этой фотографии, то мы увидим, что сначала у нас идет здание, потом у нас, высокое здание, да, потом у нас идет вот это вот здание с круглой крышей, потом здесь у нас идет мост, и потом у нас идет, собственно, вот эта крыша. Да, и у нас мост находится между круглым зданием и между вот этим зданием, между этой крышей. Давайте проведем по карте как бы наш взгляд, да, то есть мы рисунок рисуем, как мы видим всю эту картину. Собственно, мы, получается, если мы проведем прямую от моста между вот этой крышей и круглым зданием, то мы попадем именно вот сюда. То есть фактически мы именно из этой точки, из этой части здания делали фото. И, собственно, видели мост. Да. Вот, собственно, как бы это была первая фотография. Далее следует вторая фотография. Значит, цель — определить здание и этаж, с которого было сделано фото. Внимательно присмотритесь к данному снимку. Опять же, я думаю, 3 минут будет достаточно для того, чтобы как-то первоначально обсудить, что мы здесь видим вообще. Да, первоначально, конечно, стоит понять, что вообще изображено на фотографии. Что... На фотографии изображен, мне кажется, Ресторан? Некий ресторан. Да. Там на заднем фоне опять мост какой-то интересный. Ресторан у воды и стеклянный мост. Так, опять же, почему стеклянный? Мост с крышей. Прозрачный. Прозрачный мост. Да. Может не с крышей, да. Это просто... Вы лучше не сюда смотрите. Я могу как бы еще раз... да, точно. Да? Я же вам прислал туда. Поймите, здесь довольно плохо видно на этом слайде, поэтому я специально сделал канал, чтобы вам было лучше видно, чтобы не ломали глаза. Я предполагаю, это Греция, этаж второй. Вы Мост в Греции? слева и арку интересный. Но мы видим здесь только часть моста. Да, вот слева арка. Но там точно с крышей. Да, правильно, слева арка. Это, правда, очень интересный элемент, который нам потом понадобится. Ну, в моем варианте рассмотрения фотографии. Там Что? еще какой-то мост, какой-то остров с каким-то зданием вертикальным. Да, вот здесь, вот И правильно. левее тоже. Вот по нему можно ориентироваться. Левее, вот здесь вот что-то. Да, вот Здесь какие-то деревья вроде. А еще у нас тут у нас река какая-то. Да, правильно, река. Именно что. И она вот тут какие-то лодочки плавают, что-то там еще. Значит, опять же, давайте разделим элементы на локальные и глобальные. Первым делом вы должны заниматься именно этим. Потому что у вас должна быть некая стратегия, по которой вы узнаете это место. Мост с такими путями, Так. потому что он высокий, Так. таких немного мостов. Именно что, таких мостов немного. То есть нам стоит опять же поискать по мосту. Да? Что-то как-то я увлекся мостами, поэтому второе фото уже с мостами. По-другому нереально же. Ну, возможно, как-то может. Если кто-то придумает какой-то способ, я буду только рад. Вот. Это хорошо, это глобальная вещь. Да? То есть мы по мосту можем определить, да, давайте следующее. По мосту мы можем определить страну и город, в котором была сделана фотография. Какие у нас еще есть признаки, по которым мы можем определить место? Растительность. Растительность тут. Я бы по ресторану. Хорошо, по ресторану. Но вот я выделил еще несколько элементов, да, как бы еще один элемент в асинте, да, который стоит учитывать, это отражение. Как мы видим, вот здесь вот это все, это стекло. И мы видим в стекле отражение вот этих зданий, которые расположены позади. Да, позади или где-то сбоку.
Соответственно, эти здания нам тоже нужно будет подтвердить как-то. Мы тоже должны будем их увидеть на самой карте. Если их не будет, значит место не то. Собственно, мы видим верхушки вот этих зданий, и вот это какое-то здание тоже отражается частично. Да, большое вот это вот. Также, что-что? Слева еще такой дом. Да, слева мы видим тоже белые здания. Белый, он все-таки это что-то похоже на отельное на юге. То есть это что-то, ну, прям конкретно отельная территория. Да, такая, да, где да. вот это прям гостиница должна быть. Да, какие-то гостиницы, какие-то отели, да, именно что. То есть у нас, во-первых, что у нас есть, что мы должны видеть вообще на карте? Мы видеть должны реку, мост огромный и белые здания, да, тут все белое, как видите, да, тут все белое и большие белые здания, собственно, и там должна быть кучность какая-то, да, как бы, собственно, по ним мы будем определять это место. Давайте поищем мосты, да, в Гугле просто возьмем мосты и будем перечислять мосты Северной Америки, мосты Южной Америки, мосты Азии, да, и так будем перечислять и посмотрим просто примерно, как выглядят мосты, да. Из того, что у нас мост огромный, ну, его трудно не заметить, знаете ли. Большие мосты обычно фотографируют, большие мосты обычно выкладывают и рассказывают о них активно, всякие СМИ, всякие любители мостов и так далее. Поэтому мы должны увидеть примерно хотя бы похожий мост в Гугле, если мы будем гуглить мосты Северной Америки. Как видим, здесь ничего. Да? То есть если промотать, то мы не найдем подобного моста. Что значит подобного? Да? Что мы вообще можем узнать об этом? Как бы... Я набила мост с прутьями. Да, мост, ну, как бы с прутьями все-таки не техническое описание, да, поэтому если бы я был строителем мостов, я бы знал точно, как называются эти прутья. Вот. Поэтому мосты просто, да. Мы видим вот здесь вот правильно арку, да, какую-то очень большую, причем на белых сваях больших. И видим, да, что мост с прутьями, и вот здесь вот идет возвышение какое-то, да, то есть оно, видимо, где-то продолжается, или вот так вот идет пологим образом, да. Но обычно горизонтально дальше идет верхушка у мостов железнодорожных через реку, да, ну, по крайней мере, в России. Я, опять же, не разбираюсь совсем в мостах, это мои предположения. Мы можем предположить, что так как мы видим автомобиль, который по нему едет, что это именно автомобиль. Да, это точно. Да, то есть, соответственно, мост не имеет вот такую вот форму, да, он имеет какую-то более изящную форму, скорее всего. Но, опять же, это предположение. Идем дальше, соответственно, вот мосты Северной Америки, тут мы ничего не нашли, мосты Южной Америки, да, мосты Европы, значит, мосты Азии, и далее мы натыкаемся на мост в Австралии. Интересным образом он нам напоминает вот это вот возвышение, вот эти вот прутики, да, которые мы видим. Вот, например, вот этот мост в Австралии, да, он явно не подходит, да, он вообще другой по виду. И там окружение абсолютно другое, да, то есть мы должны смотреть на эти фотографии и на их окружение, что их окружает, есть ли там какие-то белые здания, или вот есть ли там вот эти белые сваи, да, какое там, вот видим вот на этой фотографии, да, белые здания и какие-то, ну, какая-то растительность, да, там рядом. Собственно, открываем эти фотографии и смотрим на них внимательно. Вот у нас какой тут лесочек, вот у нас край этого моста, собственно, очень похоже на наш мост, да, белые сваи, белые здания какие-то. И река, собственно, да, ну, мосты рядом ни с рекой не строят. Значит, собственно, еще одна фотография, очень похожа на наш мост. Переходим по ссылке и смотрим, что это вообще за мост такой. Оказывается, это мост Стори в Брисбене, в Австралии. Собственно, ну, там можно, конечно, почитать про историю, но это нам неинтересно абсолютно. Значит, дальше мы находим этот мост на Google картах и, собственно, всячески его приближаем и рассматриваем. Вот, собственно, этот мост, да. Соответственно, исходя из положения моста, да, исходя из того, что вот здесь вот есть лесочек, да, вот здесь вот какие-то белые здания, можем предположить, что фотография была сделана где-то с этого берега, да, где-то вот с этой части, собственно, побережья. И давайте как бы кинем сюда человечка, да, ну, мы можем ходить же по Google картам по поверхности Земли, да, кинем сюда человечка и пройдемся по вот этому побережью вот так вдоль и найдем тот же ракурс. Какой ракурс? Тот же ракурс той самой арки, да, то есть представьте себе, если у нас арка определенным образом поставлена, то перемещаясь вокруг нее, мы будем видеть эту арку с разных сторон, да, и она, соответственно, будет открываться нам по-разному, да. Иногда будет видно отверстие в этой арке, а иногда нет. И отверстие будет разной толщины, естественно, да.
Собственно, мы переместились прям, ну, почти в самое начало этого моста. Естественно, прям в самое мы не будем перемещаться, там арку вообще не видно, это, естественно, бесполезно. И, собственно, начинаем идти по набережной. Благо, мы можем так сделать, да, здесь кто-то походил и отфотографировал панораму. Вот мы идем и натыкаемся на момент, когда у нас арка очень похожа. Ну, опять же, здесь фотография, на фотографии здесь не видно это, да? Арка очень похожа на ту, которую мы видим на снимке. И, собственно, у нас есть здесь как раз эти самые белые здания, высокие. Да? И также у нас есть вот эти вот кусты и вот это белое здание. Очень похоже. Опять же, очень похоже, но нам нужно больше признаков. Да? Даже если нам не нужно больше признаков, мы эти можем не заметить, но другие нам нужно все равно искать. Да? Собственно, мы, как я уже сказал, да, мы видели вот эти вот здания, да, и мы видели вот эту вот арку, да, она выделена красным кружком. Дальше мы доходим до вот этого момента, тут у нас какой-то навес, да, и на самом деле мы не просто доходим до этого момента, я с этого момента, с этой точки сфотографировал мост, просто потом я повернулся на, ну, градусов, наверное, 120-150, и, собственно, обнаружил перед собой вот такой вот навес с различными ресторанами. Ну, очень похоже, что это был, что наш ресторан, даже наш бар, ресторан, он где-то вот в этом здании, в этой области. Давайте пройдемся немного дальше. Вот мы прошли под этой аркой. И, собственно, теперь давайте посмотрим наверх. Что мы видим? Мы видим клумбы. Клумбы, которые висят под потолком. И мы видим фонари. Мы видим также, ну, если здесь внимательно рассмотреть на фотографии, мы здесь будем видеть стекло, стеклянную панель, которую мы видели уже в нашем баре. Да, она очень похожа, опять же, очень похожа, не значит, что она та же самая. Да, И клумбы мы там тоже видели. клумбы мы там тоже видели, которые были подвешены к потолку. И те же самые фонари. Да, собственно, но вдруг у них там, опять же, как в Москве, есть застройщики, да, которые строят одинаковые здания по всему признану. Да? Бывает такое. Собственно, давайте еще больше. Да? Ну, собственно, вот все эти фонарики, вот эти клумбы, да, я их выделил. И дальше мы обернемся с этой позиции, обернемся опять на, ну, градусов 150 и обнаружим вот те здания. Да? Мы просмотрим на них внимательно и приблизим. Мы видим, что крыши очень похожи, вот эти два здания, да, которые очень похожи на те здания, которые справа. Крыша вот эта, она очень похожа на то отражение, которое мы видим в стекле. И вот эта крыша. Да, вы можете посмотреть на фотографию и сравнить, собственно, как выглядит это. Ну, собственно, да, вот они, вот эти вот крыши, вот это вот здание. И, собственно, мы теперь можем понять примерно откуда и с каким ракурсом была сделана эта фотография. Потому что мы можем увидеть, что фотография у нас кончается вот примерно на этом моменте, там где вот эти белые здания рядом с парком. И с левой стороны у нас фотография кончается где-то на вот этих белых зданиях, которые нам, собственно, преграждают обзор, да, на вот эту вот часть побережья. Да, собственно, да, я выделил вот это вот здание синим цветом, чтобы еще раз показать. Да, теперь давайте приблизим это здание и посмотрим, какие вообще здесь есть рестораны. Как мы видим, мы тут Massimo ресторан, бар, Blackbird бар and Grill, что-то еще, да. Собственно, давайте проверим все эти бары и посмотрим фотографии из этих баров. Собственно, вот это, ну, после того, как мы посмотрели все бары, мы видим фотографию из бара Blackbird Bar and Grill. Вот, собственно, мы видим вид отсюда, да, вот мы видим вот то самое стекло, тот самый бар, да, те самые кустики, те самые клумбы, которые там подвешены. С этими диванчиками прошу запомнить этот момент, прошу запомнить эти диванчики, потому что они нам еще понадобятся. Почему понадобится, вот тоже объясню. Собственно, мы видим алкоголь, да, который поставлен тоже на фотографии. Мы видим ту же самую стойку, только с другой стороны. Да, все фотографии, они вот в открытом доступе, как, конечно, и та, которую как бы, я подобрал, но ну, то есть тут можно было взять любую фотографию. Так, да, но если мы посмотрим в описании к этому бару, то нам написано, что этот бар расположен на первом этаже. Во-первых, он расположен на первом этаже, если мы видим, что он на каком-то этаже расположен, на втором, на третьем. Это явно не первый этаж. Первый этаж, вот мы входили, гуляли по набережной, это был первый этаж, ну, для нас. Да.
Собственно, давайте обратим внимание, как раз-таки немного поднимемся, да, то есть мы фактически шли вот оттуда, да, вот так вот шли, вот пришли сюда, здесь я вернулся еще раз, давайте теперь поднимемся вот сюда и посмотрим на вот эту вот часть. Это как раз-таки тот самый бар, да. Мы видим, что мы поднялись с нашего предполагаемого первого этажа на второй этаж, да, вот он, здание на втором этаже, какой-то ресторан, и вот, соответственно, третий этаж. Если мы внимательно посмотрим, приблизим, то мы увидим те же самые диванчики. Собственно, бар располагается на третьем этаже, потому что, ну, как бы те же самые диванчики, и, собственно, мы опять же нашли это с Google карт. Я думаю, с диванчиками-то уж точно никто больше, никакой бар больше не располагает этим диванчиком. Значит, третье фото. Третье фото, ну, оно чуточку будет поменьше по описанию, по сложности. Собственно, определить точное место, откуда было сделано фото. Ну, есть предположение. Ну, можно было бы улучшить качество фотографии, прочитать надпись на вертикальном баннере, там, вирус, что-то такое. Да, на самом деле качество, оно может быть любым. Фотография, ну, качество фотографии, оно может попасться абсолютно любым, правильно? Есть нейронки, которые улучшают качество изображения. Согласен. И это как раз-таки первая будет наша зацепка, в которой мы все очень легко и развернем. А еще там граффити видно по это тоже что-нибудь. Да что граффити у нас здесь название чего-то висит. Ну, может, какое-нибудь там местное... Знаки на машинах Это в Таллине похоже место. Да, еще видна... Именно что это в Таллине, да. Ну, собственно, да, мы уже... Видна церковь. Да, видна церковь. Собственно, мы уже определили, где это место находится, именно по надписи, да. Даже если бы здесь не было надписи, то мы бы обратили внимание на знаки машин. Да, мы видим форму знака, даже если мы не видим сам знак, мы видим, что это знак из европейской какой-то страны, из Евросоюза, потому что у знаков Евросоюза определенные, ну, там, определенные формы, формат определенный, да. Вот. Да, собственно, мы выделили надпись, да, мы на всякий случай выделили вот эту башенку, она довольно необычна, да. Выделили вот это здание, выделили знаки, да, чтобы нам понять примерно, где мы находимся, выделили вот этот шпиль. Ну и, собственно, да, вот этот Биру-тур – это какой-то магазин или базар в Таллине. Собственно, он находится вот тут. Да, если мы, опять же, походим по этим местам, то мы можем увидеть те же самые здания, да, только немного при другой погоде, при другом формате. Значит, да, если мы немного отойдем, то увидим то, что у нас нет возможности подойти прямо в то самое место, откуда было сделано фото. Но мы на самом фото можем заметить светофор, да, под которым находится, собственно, человек, который сделал фото. Да, и, собственно, можем определить точное место, откуда было сделано фото. Да, потому что часть светофора попадает в снимок. Да, и, собственно, четвертое изображение – это самое сложное изображение и самое интересное, мне кажется, изображение, которое могло быть. Значит, какая подсказка? Лето 2019-го, Ближний Восток. У нас есть зато еще метаданные. Дата и время снимка и модель устройства, на которой был сделан снимок. И цель – найти координаты места, откуда было сделано фото. Ну, во-первых, у нас есть Вашингтон-авеню и Вирджиния-авеню, то есть это, скорее всего, что-то связанное с американцами. Да. Ближний Восток, американцы и Ближний Восток – это, скорее всего, какая-нибудь американская база. Американских баз больше всего в Ираке. Хорошо, это отличное предположение. Но, с другой стороны, против Ирака говорит то, что это надпись на арабском. Хотя в Ираке вроде говорят на чем-то другом. Нет, на арабском. В Ираке говорят на арабском. Значит, Ирак, скорее всего. Так, хорошо. А что делают американцы? Да, вы сказали, это база, да, какая-то? Да, более того, если тут название улицы английское, значит, скорее всего, это зеленая зона Багдада. Хорошее предположение. Еще какие-то предположения? Вышка связи. Вышка связи, хорошо. Указание на заднем плане. Это видеть, по-моему, красный. Да. Наверное, Да. Хорошо, а вот, хорошо, все это мы знаем. А дальше... Что там? Допускать такие... Как будто контейнеры, да. Вот в этой... Контейнеры морские, поэтому есть шанс, что... Кстати, да. Контейнеры. Но такие контейнеры только можно.
Так, ну да, мы видим, собственно... Я забил в поиск Virginia Avenue Ирак. Попробуем. Собственно, да, первым делом, что обычно делают люди, это вбивают эту улицу. Однако вы не найдете такую улицу на Google карте. В Ираке всего лишь один порт, это Умкас. А что-то Минобороны США, там они что-то говорят? Ну, сейчас буду рассказывать. Ну, если найдете, будет очень здорово, но если я не нашел. Так, ну что, продолжаем? Или еще есть какие-то предположения? Собственно, как мы будем дальше это раскручивать? Есть, может быть, какие-то предположения? Что мы будем задействовать в этом плане? Что мы можем, в принципе, сделать с этой фотографией? По теням можно смотреть, если... Так, по тени. Хорошо, по какой тени? Время определить. Так, а что у нас есть какие-то тени? Ну, на знаке, да. Да, на знаке. Это хорошо. Так, а почему кирпич там тоже тень висит? Ну, молодой человек предложил реально слово «стоп» перевести на возможный вариант арабского, и это интересно. А смысл? Я сейчас У них же единый язык. языка вбила, и везде пишется по-разному. Ага. Так, ну, есть зацепка. Мы сервисы, которые вы ранее показывали, не будем использовать? Но дело в том, что таких знаков, я сейчас отвечу на этот вопрос, таких знаков слишком, я думаю, много в разных частях той страны, в которой они находятся. Все-таки. Так, в полутора километрах от Умкаса расположен американский военный лагерь. Похоже на то. Так, ну, собственно, предположение насчет того, что это какая-то база, скорее всего, военная, да, база с, не знаю, игрушками, их не бывает. А вот есть база с военными, да, и именно что США, это правильное предположение. Ну, вот Virginia Avenue есть в Багдаде. Собственно, да, мы для начала... Что-что? Да. Значит, мы видим какую-то сетку, да, мы видим знак стоп, видим вот эти два знака, видим какие-то контейнеры и видим два каких-то здания белых, да, позади. Ну и, собственно, видим, конечно же, вышку сотовой связи или вообще связи. Мы, у нас есть база данных баз США на Ближнем Востоке, да, и, собственно, мы можем рассмотреть все базы США, да, вблизи и посмотреть, как они располагаются, какие у них улицы есть. Да, собственно, это было первое предположение, которое возникает при виде этой картинки. Это проверить, где находятся такие улицы. Да? Значит, ну, мы проверим позже, а сейчас давайте взглянем на вот эту вот тень. Да? Тоже было правильное предположение насчет того, чтобы посмотреть, обратить внимание на эту тень и определить, в каком примерно месте, вернее, даже не в каком примерном месте, а как-то какие-то данные из этой тени вытащить. Можно использовать сам калк. Это правильное предположение, и мы сейчас будем его использовать как раз. Собственно, да, мы используем ту самую программу ExifTool, да, о которой я только что рассказывал, недавно совсем, и вытаскиваем из нее данные о том, что фотография была сделана в 2019 году, 12 сентября, совсем недавно, ну, относительно даты. И, собственно, она была сделана в 13:29. Ну, давайте воспользуемся правильно сам калком. Это сервис, который показывает нам, ну, если мы переведем курсор в какую-то точку Земли и укажем время, да, то этот сервис нам покажет, в каком месте, под каким углом у нас падали солнечные лучи на Землю. И, собственно, по этому мы можем дальше делать какие-то выводы. Собственно, ну, мы выставили то самое время, ту самую дату и видим, как располагалось Солнце в этот момент. Да? И также у нас есть приложение, тоже веб-приложение, которое мы можем использовать на других сайтах. Это онлайн-транспортир. Да, казалось бы, простая вещь, но она нам здесь поможет. Мы с помощью транспортира можем выяснить то, что угол между наклоном между лучом Солнца и горизонталью равен 36 градусов. Собственно, также можем увидеть то, что угол между самой тенью и вертикалью равен 2 градуса. И, собственно, исходя из этого, мы можем выяснить то, что у нас дорога, в частности, Virginia Avenue, располагается по отношению к горизонтали на 34 градуса. Почему мы сделали такой вывод? Да? Представьте себе, если бы Virginia Avenue
как бы отдавала тень на этот знак идеально вертикально. Да? Что бы тогда это значило? Представьте себе знак, который стоит вертикально, да, и вот располагается параллельно какой-то улице. Что это значит? Это означает, что и если он отдает ровную тень, это означает, что Солнце отдает, Солнце находится ровно над этим знаком, да, и светит на него вертикально. Но исходя из того, ну, соответственно, мы можем понять, исходя из того, под каким углом у нас лучи Солнца находятся, мы можем понять, под каким углом к горизонтали у нас находится дорога. Ну, я предлагаю вам как-то мысленно нарисовать всю эту картину, представить себе и... Под каким углом к прямой, которая образуется Virginia Avenue, да? Да. И, собственно, вот, хорошо. Значит, в итоге у нас дорога располагается под углом 34 градуса к горизонтали. Соответственно, мы можем нарисовать в любом графическом редакторе, да, нарисовать эту линию и попробовать приложить ее к разным элементам разных баз США, которые мы достали. Да? У нас есть список баз США, и теперь перечислим все эти базы США и посмотрим, где такая дорога под таким углом есть. Да? С помощью какого сервиса мы это делаем? Есть сервис, значит, OnTop реплика, на GitHub лежит, с помощью которого мы можем помещать на экран монитора поверх остальных окон любую картинку, и которая будет, собственно, держаться там, пока вы ее не уберете с помощью приложения. То есть ее нельзя будет перемещать. То есть фактически мы можем поместить в центр эту картинку, включить Google карты и перемещать Google карты и искать, собственно, то положение, под которое эта картинка как трафарет подходит. Собственно, мы нашли несколько баз, под которые у нас данный угол дороги подходит. Это вот, собственно, не уверен в произношении, поэтому не буду произносить. Значит, еще одна база. Собственно, мы нашли 6 баз, которые подходят под эти характеристики. Да, и на самом деле... Да. А картинку откуда мы взяли изначально? Изначально мы ее нарисовали. Мы рисовали прямую под углом 34 градуса. Можем так сделать, правда? Хорошо. Под углом горизонтально. И потом мы расположили ровно по, собственно, экрану. Ну, хорошо, ладно. Согласен? Но я не понял, но пусть окей. А что не понял? Ничего не понял. Только как нарисовали эту дорожку на картине. Ну, как нарисовали? Ну, остальные, видимо, поняли, так что давайте пойдем дальше. Ну, открываешь Paint, да, там можно... Не. Ну, вы сказали, дорожку рисуем под углом к горизонтали. Что за горизонталь? Горизонталь? Откуда этот угол нашли? Мы нашли из, собственно, Санкалка, да? Вот отсюда нашли. Это мы... Вот у нас есть горизонталь, мы ставим горизонталь. Да, вот представьте себе, дорога расположена вот таким вот образом. Да, то есть наша дорога, наша Вирджиния. У нас есть горизонталь, а вот не горизонтальная линия, это что-то? Это, собственно, наша дорога. Вот параллельно этой дороге располагается Вирджиния Авеню. И, соответственно, прямо на Вирджинию, на знак Вирджиния Авеню падает солнце. Откуда мы узнали, что дорога расположена параллельно табличке Вирджиния Авеню? Или я не... Смотри, Вирджиния, ну, как бы знак, вообще знаки, да, если у нас есть табличка такая длинная, да, если у нас есть столб, да, и вот табличка такая, табличка вот такая, да, у нас вот так вот одна улица идет, вот так другая, и у нас табличка указывает, как у нас идет одна улица, как другая. Ну, это обычное обозначение во всех, ну, многих странах, да, как у нас... правило, да, расстановки знаков. Да, правило расстановки знаков, что если у нас улица идет таким образом, то знак будет поставлен вот таким вот образом, да, параллельно этой улице. То есть мы таким образом понимаем, что это Вирджиния Авеню. На самом деле не важно, какая точно, да, это Авеню, хоть Вашингтон, хоть Вирджиния, не важно. Вот, ну, дальше мы узнаем. Вот, соответственно, да, у нас параллельно вот этой вот прямой у нас будет располагаться та самая улица. И, собственно, мы теперь примеряем эти 34 градуса на все эти базы. Да. Оказывается, у нас 6 баз набралось таких. Некоторые базы у нас отпали по признаку того, что у нас отсутствуют вообще улицы с названием каких-то штатов и городов.
США, и только одна база, это, собственно, последняя, Кэмп Арифжан, да, у нас она совпала по тому, что там есть улицы, которые названы в честь штатов или городов США. Но там нет Вашингтон-Роуд и Вирджиния-Авеню. Да. Такое бывает, да, улицы не всегда называют. Мы это узнали с помощью сервиса Google Street Map. Сейчас должен быть. Не вставил. Значит, давайте посмотрим на всю эту базу, да, и вместо того, чтобы подставлять, ну, как бы рассматривать каждый промежуток, да, как видите, база, она, в принципе, расположена вся примерно параллельно, то есть все ее вот эти вот артерии, да, они расположены примерно параллельно, и рассматривать каждый кусок этой базы довольно долго. Но мы можем это сделать. Мы можем, в принципе, это сделать, и тогда мы можем заморочиться с этим и найти в итоге то самое место. Но я предлагаю сделать чуточку иначе, использовать больше данных и использовать больше инструментов в нашем деле. Собственно, мы предполагаем, вот у нас мы видим дорогу, да, и мы видим, что вот между этими контейнерами, да, и вот этими зданиями есть какое-то расстояние. Собственно, поэтому можем предположить, что вот здесь есть какая-то дорога, да, и она пересекается, собственно, с вот этой дорогой, вот в этом месте. Далее, что мы можем взять? Мы можем взять, значит, метаданные, которые были изначально даны. А что у нас там за метаданные? Это название устройства, на которое было сделано фото. С помощью названия устройства мы можем понять, что за камера и какой у нее, значит, какой у нее фокус, да, у нас для того, чтобы понять, собственно, для того, чтобы понять расстояние до объекта, если мы знаем фокус устройства, вот мы применяем, собственно, вот эту формулу, и подставляя туда наш фокус, да, мы получили 3,6, мы получаем, что расстояние от точки, от точки, из которой было сделано изображение, до вот этих зданий, да, 138 метров. Как мы это поняли? У нас есть, кроме того, что нам нужно тут фокальное расстояние, да, и фокус линзы, то, что мы можем вынести из метаданных, у нас еще нам нужно object height, то есть высота объекта и, собственно, высота изображения. Да, то есть мы примерно определяем, так мы знаем, что это контейнеры, да, мы видим тут, ну, как бы здесь фотография хуже, у вас она, возможно, тоже в таком себе качестве, но мы видим на фотографии, что это контейнеры, и так как мы знаем высоту стандартного контейнера, а это 2,86, что-то такое, ну, в общем, как бы, так как мы знаем примерную высоту контейнера, то, собственно, мы можем подставляя формулу, можем еще понять, на какой высоты у нас вот эти здания. Они у нас примерно метра 3, наверное. Собственно, ну, как бы, вот как раз таки эти метра 3, да, мы ищем расстояние до вот этих зданий. Вот у нас на картинке мы ищем расстояние до этих зданий. Соответственно, они у нас высотой метра 3 примерно, да, исходя из того, что у нас примерно метра 3 вот эти вот контейнеры. Опять же, это все примерно, мы это все делаем не точно. И мы это все делаем, ну, предположительно. Это один из методов, опять же. Да, посчитав точное расстояние, опять же не точно, посчитав примерное расстояние до этих зданий белых, мы идем дальше. Нам нужно понять, какое расстояние вот здесь и вот здесь. Для чего это вообще все? Для того, чтобы понять примерные соотношения этих сторон, для того, чтобы мы могли как бы закрепить на экране с помощью one-top replica tool, или как там, one-top replica. Вот. Да, мы точно сможем подставить дорогу, и у нас точно все совпадет. Да, если мы будем знать точные пропорции этих дорог. Да? То есть мы же не знаем, сколько здесь точно метров, сколько здесь точно метров. Да? Ну, теперь мы знаем, ну, примерно. Мы знаем примерное соотношение этих дорог. Как мы его узнали? Значит, мы взяли контейнер, да? Примерно вот этот контейнер, он находится противоположно вот этим белым зданиям.
и посчитали примерно количество этих контейнеров. Продолжили до вот этого момента, и оказалось, что у нас там 12 контейнеров. Каждый контейнер по 10 метров в длину, соответственно, 120 метров. Ну, естественно, по теореме Пифагора, которая всем нам известна, мы примерно высчитываем вот это расстояние, да, то есть вот от места съемки до вот этого центра, 68 метров. И примерно, опять же, зная соотношение, мы можем изменить немного вот эту картинку, да, мы немного меняем вот эти вот стороны. Да, собственно, мы их немного изменили, да, в соотношении. И теперь давайте повернем эту картинку на 34 градуса. А теперь, собственно, опять же, применяя тот самый метод, мы берем и как бы пытаемся найти прям точно такое же место на карте. Да. Собственно, поискав явно меньшее время, чем если бы мы эту дорогу поставили повсюду, да, и искали примерно похожее место, мы находим те самые вот эти вот улицы, да, с которых было сделано это фото. И, собственно, как мы можем заметить, мы видим вот на этом фото те самые белые здания, вот это то место, откуда была совершена фотография. Да, вот здесь мы тоже можем заметить. Это сейчас. Да, получается, вот здесь мы сделали фотографию, и вот здесь вот засвечено слишком не видно. Вот, собственно, мы нашли то самое место, да, ту самую развилку, с которой была сделана фотография. Вот, собственно, это та самая вышка связи, вот здесь вот тот самый знак, белые здания, контейнеры, которые стоят вдоль дороги. Ну, вот, в общем. Теперь я перечислил полезные сервисы. Сейчас они не использовались, но они довольно полезны в том плане, что они предоставляют различный, иногда необычный спектр возможностей. Собственно, видим сервис фиксации погоды, радар самолетов, ну, это то, что обычно у всех есть. А также есть сервис, который показывает различного рода карты. Да, туда люди загружают какие-то свои карты, как-то проанализированные, и они могут отмечаться на Земле, ну, то есть на Google карте, и, собственно, довольно интересно тоже можно посмотреть. Там, например, карта, где показано процент пожаров, например, в Австралии, там, где показано прям точно, где, в какой местности был пожар и до какого момента он продолжался. Значит, также сервис, который показывает типичные особенности той или иной страны, там показаны всякие столбики у дорог, всякие знаки, всякие магазины, иногда, ну, то есть, как бы, типы знаков, да, у машин на рынках. Вот, то есть какие-то особенности каждой страны показывает, и там можно выбрать, да, какую страну искать. Да. И, собственно, сервис, который распознает ориентиры на картине. То есть он распознает те самые ориентиры, про которые я только что говорил. Вот, собственно, теперь следующая тема, последняя тема, и она довольно короткая, явно короче, чем предыдущая. Это эксплуатация уязвимости Telegram для отслеживания пользователей. Вероятно, все уже видели новую функцию «Люди рядом», ну, относительно новую, которая уже как код существует. Да, эта функция была добавлена год назад. И изначально, ну, собственно, что пишет Telegram об этой функции, когда мы пытаемся ее включить? Значит, те, кто находится рядом с вами, могут увидеть ваш профиль и написать вам. Это поможет найти новых друзей, может и привлечь внешнее внимание излишнее. Вы можете отключить эту функцию в любой момент. Ваш номер телефона по-прежнему будет виден. Ну, как бы Telegram нам говорит о том, что мы можем найти новых друзей, а по факту получается немного иначе. Но, как бы, что заметил пользователь GKC Tech, значит, в этой особенности, в этом нововведении? Он заметил то, что эту особенность можно использовать как, ну, скорее даже во время, да? С помощью этой особенности можно буквально отслеживать людей с точностью до метра. Причем людей, пользователей Telegram в любой точке мира. Да? Триангуляция. Нет, это не совсем триангуляция, это как раз-таки трилатерация. Да, трилатерация это несколько другое, нежели триангуляция. Триангуляция это буквально мы смотрим по углам, а трилатерация по отрезкам. Собственно, что он делал? Во-первых, это можно делать на самом деле вручную. Как он это делал? Он брал телефон, да, открывал, значит,
Telegram, вот эту функцию идет рядом, и смотрел, сколько до определенного пользователя, какое расстояние до определенного пользователя. Да, и записывал себе это. Вот у нас, ну, у нас есть две точки здесь показаны, да, здесь должна быть еще третья, но он ее, ну, то есть там можно, в зависимости от количества точек, да, мы уточняем местоположение, ну, с большей точностью. Собственно, он записывал координаты точки и сколько от этой точки до цели, какое расстояние, да, показывает Telegram. Потом он брал и подменял геолокацию в своем телефоне и, соответственно, оказывался в другой точке уже. Да? И записывал из этой точки новое расстояние, таким образом записывая радиус нового круга. Да? Ну, я думаю, как бы ответ вы уже, как бы, остальное решение вы уже сами поняли, что он третий раз брал и третий круг рисовал таким образом. И при пересечении этих трех кругов мы находим расстояние человека, да, точно его местоположение. Собственно, как он сам написал на GitHub, и у него это заняло около получаса на одного человека. Он это протестировал на разных пользователях, ну, естественно, с их соглашения, как он пишет, по крайней мере. И, собственно, да, и кроме того, он выложил эту уязвимость на GitHub, но только после того, как написал программу, которая автоматизирует весь этот процесс. Он, конечно, это было странное действие, да, можно сказать, что зачем писать программу, но он сначала написал программу, потом он написал в техподдержку Телеграма, он потом написал в техподдержку Телеграма, и Телеграм ничего не ответил. И после того, как месяц Телеграм не отвечал, он взял и выложил все это на GitHub, чтобы как-то привлечь внимание к этой проблеме, потому что этот сервис может автоматизировать любой другой человек. И, собственно, использовать это как бы в других целях. Да? Собственно, и как бы долгое время Telegram не отвечал. Но вот через год Telegram ответил. И что он сделал? Он не убрал эту функцию. Он как бы поменял точность определения расстояния до человека или группы. Он разделил это на 500, на 1000 и на 2 километра. Естественно, сама программа сейчас, в данный момент, она все еще существует на GitHub, но уже не работает. Почему? Потому что, ну, исходя из довольно по понятным причинам, да, у нас есть некоторые ограничения в этом плане, что если, ну, как Telegram считает, если, например, до пользователя 200 метров фактически, то Telegram пишет 500 метров. Да, и, соответственно, мы не можем расставить 3 точки таким же образом, чтобы понять точное местоположение этого пользователя. Да? То есть нам нужно фактически как бы отойти от пользователя ровно на 500 метров, например, когда нам Telegram будет показывать, что ровно 500 метров, и так сделать с каждой точкой. Но это скорее невозможно. И, собственно, сама программа, ну, я проверил эту программу в работе, она ломается при попытке ее запустить, при попытке отследить кого бы то ни было. Собственно, как программа работает? Она работает с подключением к вашему Телеграму. Да? То есть это делается через консоль. Через консоль вы подключаетесь к Телеграму и, собственно, делаете дальше все, что хотите. Вот. Но программа не работает уже. Но она в исходном виде не работает, да. Да, фактически можно больше точек сделать, но как сам создатель пишет, его программа она не работает, но остается на GitHub, да, для того, чтобы просто было. Да. Но, как бы заметьте, что целый год эта программа висела на GitHub, и, собственно, ей мог пользоваться кто угодно. Да. Также он написал еще веб-приложение, да, для того, чтобы показывать, ну, как бы визуально, где находится человек прямо на карте, где находятся пользователи, то есть там не один человек, там несколько пользователей. И, собственно, вот здесь вот указан список этих пользователей. Там можно, ну, то есть сначала программа работает, выдает JSON-файл, мы его закачиваем в эту программу, и, собственно, он нам показывает, где находится пользователь. Ну, как видите, программа абсолютно не живая, хоть и выдает какой-то результат вот здесь, но здесь она полностью сбита. Хоть и настроена по инструкциям самого создателя. Да. Теперь следующее приложение, тоже аналогичное, которое использует аналогичную уязвимость, да, Telegram.
это Telegram Nearby Map. Да, тоже вот есть ссылка. Также есть статья про то, как отслеживали военную технику, относительно недавно. Пользуюсь этой программой. Но при попытке установить эту программу, да, совсем недавно я пытался установить, как-то мне не очень пошло, вылезли некоторые ошибки сначала, потом я, собственно, почитал, естественно, про эти ошибки, да, пытался их исправить. Там на GitHub есть область, ну, раздел, в котором можно посмотреть, естественно, те ошибки и применить решение этих ошибок, решение этих проблем к себе. Но в итоге ничего не получилось, и, собственно, программа так и не захотела работать. Уж не знаю, в чем проблема. Если у вас получится, то это будет очень здорово. И интересно посмотреть на все это. Но у меня не получилось. Вот, собственно, спасибо. Какие будут вопросы? И потом продолжим кинь в этот чатик. Да, Смотрите. Очень интересный последний момент. Но карта, где проведены окружности. Мне как-то приходилось делать похожую штуку, только не по Telegram. Я делал вот это все, как бы я в IT совсем не учил. Я делал это все на скриншотах из WebGIS и очень жалел о том, что у меня не было чего-то похожего, где я мог в одном месте провести такие радиусы, чтобы отпеленговать, грубо говоря. Это карта с возможностью работы на ней. Она в программе встроена или ее где-то можно найти? Это что-то приложение. Там вместе с программой ты можешь... Вместе с программой ты скачиваешь страницу, веб-страницу, которую ты открываешь в браузере, и, собственно, можешь в нее закачивать те данные, которые ты получил. Получать на карте, собственно, отметки. Отдельно, то есть где-то должен быть? Нет, не отдельно. Прям вот если скачаешь сам репозиторий, отдельно программу найти? Да. Так, там все распределено, там можно отдельно посмотреть. Там все есть, там по папкам распределено. Там есть разные разделы, там API, WebView, вроде scraping. Ну, в общем, можно скачать, посмотреть. Там есть папки, в которых все. Более того, там еще есть инструкция подробная, как все это устанавливать и как с этим работать. Ну, естественно, там все это не работает, но можно посмотреть. Почему эта штука, собственно, настолько серьезная? Она же требует, с одной стороны, от жертвы включить изначально эту уязвимость, а с другой стороны, она не настраивается на кого-то конкретного. Там же, насколько я понял, она показывает просто всех в радиусе, в каком-то радиусе, а не... До 5 километров. Ну, до 5 километров, не всем в каком-то радиусе до 5 километров, а не показывает, есть ли... в каком радиусе находится кто-то конкретный. Ну, так я же могу изменить свою геопозицию и перенести себя, например, в Нидерланды и посмотреть, кто в какой-то геопозиции, в каком-то радиусе находится. Да. Соответственно, я могу, если мне интересует какой-то пользователь, да, то я знаю примерно, где он живет, да, в каком районе Москвы, например, или в каком городе, то я могу перенести туда точку и попробовать там поискать его. У меня вопрос про историю появления квеста с фотографией с военной базы. Это вы случайно просто нашли фотку и решили задуматься, можете ли вы определить место, или вы это взяли с какой-то статьи? Это как раз таки была статья на английском, собственно... Да, не Bellingcat случайно? Нет, там был другой пользователь, я могу дать ссылку, она у меня сохранилась, естественно. Вот, но это не Bellingcat. Предыдущие фотографии, они были взяты мной и обработаны, соответственно, мной. Вот, ну, как-то расписано. А вот это, да, это пользователь. Можно ли узнать местоположение пользователя в Telegram без взлома по асинту, другими способами? Без взлома? А где тут взлом? Ну, это не взлом, я имею в виду. Без каких-то махинаций, да? Позвонишь, а пишешь, Ну, да, там можно другими методами, с помощью ссылки какой-нибудь кидать, чтобы человек перешел по этой ссылке, таким образом можно узнать IP человека, да. Ну, в общем, там на самом деле много других методов, и они не обязательно должны быть связаны с Telegram. Они могут быть связаны скорее, создать свой сайт и выложить туда это. Но это уже другие методы, я их тут не рассматриваю. Какие районы самые сложные для геосинта и какие методы присущи? Ну, вообще, местность какая самая сложная? Вода, лес,
На самом деле, я вот как раз не забрал это, я хотел это тоже включить, потому что слишком много, и там слишком большая тема, на самом деле, слишком много как бы приложений, которые с этим работают. Это асинк по природе. То есть, когда у нас есть фотография, ну, как бы с природы какая-то, да, как мы можем определить, где была сделана эта фотография? Как раз сегодня на эту тему говорили, что можно посмотреть на небо, на растительность, на животных вряд ли на фото попадут, но... Да, существуют программы, в которые можно закачивать отдельные вырезки о растительности, о цветах, о деревьях. И как бы таким образом можно, туда закачиваешь фотографии, да, на этот сайт, и он тебе выдает, в каких зонах, да, на Земле произрастают те или иные культуры, например, или цветы, или где, например, расположены какие-то большие поля сельскохозяйственные, да. Значит, также есть программа, которая определяет, если у нас, например, есть фотография изображено какое-нибудь дерево, которое было изменено с помощью ветра, да, то мы можем посмотреть на карту ветров и понять, где это может быть дерево расположено, да, по направлению этого ветра. Да, то есть если он горел, например, ветер. А можно дополнить ваш ответ, пожалуйста, по поводу самых сложных мест для геолокации и прочего? Вот как раз у Bellingcat, которые, СМИ на самом деле, по-моему, не найдем уже в России, у них есть цикл статей про отслеживание мест совершения преступлений, скажем так, связанных там, с трафикингом людей и прочее. Они вот в этом цикле признаются, что самые сложные места, вот, точнее, европейцы, по крайней мере, это вся Юго-Восточная Азия, включая Китай, и Африка, естественно. В Азии проблема с незнакомыми языками, потому что уже Китай, огорожен своим фаерволом и прочим, мы не имеем доступа к многим их сервисам, включая карты. Вот, плюс мы не знаем языка, естественно. А Африка просто не слишком цивилизованное место. Вот, и поэтому самые большие сложности у них были вот на Мадагаскаре, там где-то на Филиппинах и прочее. Вот, так что с точки зрения, там стран третьего мира, да, все очень сложно. Да, в какой-то момент я решил как-то подкинуть слишком большую задачу и решил на Google картах найти фотографию из Северной Кореи. И, собственно, подобрать какой-нибудь, не знаю, фонтан или, не знаю, какой-нибудь здание, да, архитектурное здание из Северной Кореи. Но, во-первых, там фоток очень мало фоток из этой местности. И они, обычно какие-то очень скромные. Естественно, там нельзя походить, да, если там, кинуть туда человечка, ему некуда падать, да, там, улицы никак не сфотографированы. Там есть какие-то достопримечательности отдельные, но, естественно, это какие-то непрофессиональные фото, и, либо по ним очень легко определить, либо совсем невозможно. Недавно попался случай, этой маленькой фотографии из жилого квартала. В смысле на фоне, понятно, что Москва, но на фоне жилой дом. То есть, в отличие от приведенных фотографий, нету уникальных объектов, по которым можно было бы следить. Да и вообще поле, фон на фотографии очень маленький, там буквально дом на фоне. Вывеска с адресом не очень помогает, потому что их плохо видно. Может, кому-то что-то попадалось в этом роде, или есть какой-то совет, где я просто пока еще не думал. Вот насчет вывески с адресом уже говорили про нейросети, которые устанавливают какие-то изображения плохого качества, там где что-то написано. Какие? Я, к сожалению, не могу сейчас привести. Да, если можно, ссылку на символ. Да, хорошо. Вот, там есть две интересные статьи на английском, одна на русском, другая на английском. Я не стал как-то вставлять и переставить, потому что, чтобы подбирать самому фотографии из природы, да, и как-то по ним определять местоположение, это еще сложнее, еще больше работы. Тут и так большая работа была, да, а там еще больше. Могу рассказать, могу подготовить по природе, но, возможно, это не так было бы интересно. Насчет того, что вашего вопроса, насчет улицы, да. Кроме того, что нейросетка распознает сам адрес, можно еще попробовать какие-то элементы ухватить на этой фотографии и попробовать понять, что это за дом, какого он типа, какого он года построить, например, если это жилой дом. Есть хорошая карта Москвы, которая, наверное, знает, что десятилетия постройки домов. Да, например, это тоже можно использовать. Как видите, для синта применяются абсолютно разные методы, в том числе и методы физики, да, как мы могли видеть, мы использовали формулы из физики.
И, собственно, ну, абсолютно разные методы могут применяться. Еще у меня вопрос. В самом начале, когда вы говорили про анализ метаданных фотографии, вот да, мы их применили в случае там, вот с этой фоткой из Ближнего Востока. А есть какие-то еще кейсы, где приходится применять, ну, где приходится использовать не только GPS-координаты, что довольно тривиально, а вот всякие данные камеры, подробности, не знаю, цветокоррекции и прочее, вот такую техническую информацию? Ну, цветокоррекции вряд ли, конечно, но вот насчет камеры используется. Вот как мы считали с помощью характеристик линз этой камеры, да, расстояние до объекта, вот это мы используем. Например, мы из метаданных можем вытащить имя фотографа. Иногда оно там тоже сохраняется. Время может помочь. Время. Да, ну вот, собственно, время, да, мы его уже вытащили, да. Так, что-то связанное с цветами очень сильно вряд ли. Вот. Скорее, цвет в метаданных, да, данные о цвете фотографии нам подсказывают о том, была ли фотография как-то изменена, и была ли она как-то подделана, например. Скорее об этом. И вот как раз-таки вот этот сайт Photoforensics, он нам подробно может об этом рассказать. А не сталкивались с тем, не знаете, камеры не пишут, а иногда режим съемки, который использовался, наверное, тоже пишут в метаданных. То есть типа вечерняя съемка, вот это вот. Я думаю, да. Камера, ну, это зависит, конечно же, от технологической развитости самой камеры. Ясно, А если у нас случается такая ситуация, что у нас есть, условно говоря, на фотографии, ну, скажем, номер банкомата. Ведь это очень точный идентификатор, но можно ли как-нибудь им воспользоваться, чтобы определить, где он стоит? Номер банкомата, ну, как бы, ну, например, у нас есть банкомат Сбербанка, да? У Сбербанка есть свои обозначения, которые они часто пишут, я видел такие номера, да, часто пишут на самом банкомате, да, маркером. Да. То есть, видимо, это их какие-то учетные обозначения, да, которые известны скорее только у них. Я, к сожалению, не знаю сервисы, где можно посмотреть какие-то внутренние особенности самой компании. Да. Это, знаете, как в офисах иногда тоже подписывают столы определенным номером, маркером. Ну, там учет. Ну, можно сделать... Да, там учет, но это определенные документы, которые содержатся, я думаю, именно вот в самой компании. Они там и сохраняются, и принцип, по которому формируется этот номер, он, я думаю, тоже... Инвентарные номера. Да, инвентарные номера, они... Вот, я, к сожалению, не знаю источников, с помощью которых можно отыскать эти номера и принцип, по которому они формируются. Но это тоже интересная тема для изучения. Как можно узнать месторасположение зданий, если известна только внутренняя мебель? Например, если, ну, я пока изучал все это, да, я смотрел еще примеры другие, разборы, да, некоторые, ну, например, если у нас есть отель, да, то мы можем, ну, например, есть фотография из отеля, снимают, например, изображение в окне, да, можно снимать. И, собственно, мы можем поискать, во-первых, примерно понять, где этот отель находится, да, так как мы это делали, страну сначала найти или город, да, потом понять, например, на каком этаже, что находится за окном, какие крыши мы видим домов, да, даже если это ночь. А особенно если это ночь, то мы можем посмотреть в отражении, опять же в отражении стекла, как выглядит интерьер самой комнаты. И, собственно, понять, ну, потом по фотографиям различных отелей, что именно это за отель, что это за номер, да, и может даже в него въехать неожиданно. Я имею в виду, если не видно, если не видно, то, ну, опять же, мы можем по предметам судить, наверное, как-то. То есть мы можем видеть интерьер комнаты, да, видеть предметы и знать, где эти предметы продаются, например, где эти предметы или делают эти предметы, да, если это какие-то особенные предметы. Есть интересный, ну как интересный, наверное, важный сайт, который спонсируется, наверное, или он весь обустроен с помощью ФБР, я так понимаю, который, собственно, ищет по кускам, каким-то кускам одежды и кускам какой-то локации детей, которые как бы замечены в том, что их используют в рабском труде. То есть на каких-то видео, на каких-то фотографиях, ну, как бы были запечатлены какая-то одежда, например, какая-то марка одежды,
И, собственно, на сайт это все выложено, без, ну, без детей, да, просто какие-то элементы. И предлагается людям, энтузиастам, написать на почту, если они могут, собственно, найти подобный момент где-то, да, если они могут узнать где-то. Это называется инициатива Trace and Object, инициированная реально ФБР. Я про нее знаю только в виде треда на Reddit, который достаточно, ну, относительно популярен. Ну, я видел, извините, я видел сайт. Вот, ну да, наверное, ну почта не точно нет для связи. Вот, и это тоже как раз одна из таких штук, что не самые большие сложности, кстати, в плане оси, это с вещами, которые сделаны вот либо в Азии, либо в Африке, потому что очень мало пользователей интернета в нашем обычном интернете, от которых могли бы это прокомментировать и там, узнать. Еще вопросы? А если учесть, что все современные сервисы, включая, например, мессенджеры, которые используются среди пользователей, пользуются популярностью, например, WhatsApp, Viber, Telegram, мессенджеры, которые применяются особым типом пользователей, типа Talks, Signal или Chatter, они по умолчанию автоматически затирают все представляющие угрозу EXIF метрики. То есть при отправке фотографии автоматически происходит стрип данных, которые могут представлять угрозу. Насколько в таком случае в практических кейсах асинта и геоинта применимо использование именно EXIF в качестве сигнатуры для поиска? Ну, если там вообще что-то осталось после этого стирания данных, да, то ну, мы могли рассмотреть, например, если дата фотографии осталась, да, дата создания фотографии, да, если это фотография, или дата создания файла. Если она осталась, то, если мы можем вытащить, да, то как бы, мы можем, опять же, совместив какие-то особенности на этой фотографии или в этом документе, совместив какие-то особенности, и, собственно, эти метаданные мы можем понять, прийти к какой-то цели, да, нашей проблемы. Вот, собственно, то, о чем я рассказывал, как мы последний случай разбирали, в случае с военной базой США на Ближнем Востоке. Да. Ну, то есть там какие-то данные остались, и, собственно, мы по ним отыскали. Ну и потом не все же данные приходят через мессенджеры, полно сервисов, которые не затирают их. Потому что иногда они довольно популярны, оказывается. Если вы, например, общаетесь через защищенный мессенджер с каким-то человеком, который представляет для вас разведывательный интерес или какой-то следственный интерес. Да, ну, как бы, если метаданных общения, то это только поиск по самой картинке. Да, то есть тут уже нужно выглядываться, как вот мы выглядывались, и, естественно, это, скорее всего, ну, вот в случае с Ближним Востоком это сложный случай, да, в случае, то, что было перед этим, это довольно простые случаи. И на самом деле можно потренироваться в этом плане, как-то выбрать для себя какую-то фотографию или попросить знакомого, например, прислать фотографию и, собственно, тренироваться в этом плане. Инстаграм тоже вытирает EXIF полностью. Да, все соцсети Все, что можно, вытирает EXIF. Да, все соцсети, они ну, как-то удаляют EXIF. Я уж не знаю, насколько там Инстаграм, но вот Телеграм было показано, насколько сильно. Но ВК, насколько я помню, он EXIF, конечно, затирает, но у него, если там были координаты, он может с вероятностью больше нуля отметить просто координаты у себя. И показать пользователю, то есть себе. В этом плане интересно почитать руководство для журналистов-расследователей. Они как раз там учат, как правильно разговаривать с вашими свидетелями и всем прочим, как получать от них данные. Вот, поэтому можно посмотреть, какие сервисы там рекомендуются для обмена теми же фотографиями. Спасибо. Там, кстати, вот я читал, там рекомендуется очень сильно яндексовский поиск по картинкам. Ну, это для поиска именно. Не, я больше про обмен данными с другим человеком, с которым вы не можете лично встретиться. Вот, что они используют для этого. Наверное, все вопросы были заданы. Спасибо. Тогда спасибо. Презентацию можно выложить?